В маленьком и туманном городке, затерянном среди лесов и холмов, где люди жили в маленьких домах с садиками, и с тех пор, как начиналась осень, на улице становилось все холоднее и темнее, появилась беда. Это был город, где не было много больших событий, и каждое происшествие, как и радость, словно накрывалось слоем серого тумана. Но именно здесь и случилось то, что потрясло всех, и доказала, что даже в самых мрачных уголках мира можно найти свет. Этот город, как и многие другие, был полон животных, которые по разным причинам оказались на улице. Кошки и собаки, курицы и утки. Каждый из них искал себе дом, заботу и теплоту. Но одной зимой, когда метель не переставала катиться по дорогам, в этом городке случилось нечто ужасное. Лейла гуляла по знакомым улочкам своего города. Летний день был жарким, солнце палило нещадно, и воздух казался тяжелым от зноя. Лейла любила эти прогулки, хотя жара заставляла ее часто останавливаться, чтобы перевести дыхание. Лето в этом городке было необычайно жарким, и даже местные жители старались находить тень, чтобы укрыться от палящего света. Проходя мимо старого заброшенного здания, собака заметила нечто странное. На тротуаре прямо на горячем асфальте лежали маленькие тени, которые явно не могли быть частью окружающего пейзажа. Лейла подошла ближе и замерла в удивлении. Под старым деревянным забором, обвивающим разрушенное строение, были три маленьких котенка. Они лежали в беспомощной позе, их маленькие тела были покрыты пылью, а глаза наполовину закрыты. Не хватало ни энергии, ни силы, чтобы подняться. Каждый из котят был обжигающим горячим асфальтом. Лейла почувствовала, как их дыхание едва различимо, и понимала, что они были выброшены, оставлены в этом знойном мире без малейшего шанса на выживание. Лейла быстро подошла к котятам и, осторожно обнюхав их, поняла, что они на грани гибели. Жара, голод и жажда не оставляли им никаких шансов. Один из котят даже начал издавать слабые звуки, словно пытался позвать на помощь. Лейла не могла оставаться равнодушной. Она аккуратно подхватила одного котенка зубами, а затем, не теряя времени, подошла к остальным. Подпрыгнув, она осторожно взяла второго, а третьего прижала лапами к себе, чтобы тот не упал. Сердце Лейлы сжималось от боли, когда она представила, сколько страха и боли пришлось пережить этим маленьким существам. Почувствовав ответственность за них, собака поспешила вернуться в дом, не обращая внимания на жару. Каждый шаг был тяжелым, но Лейла не сомневалась, что она сделала правильный выбор. Эти котята не могли остаться там. Им нужна была помощь, и Лейла не могла их бросить. Когда Лейла вернулась в дом, ее хозяева были шокированы. Они, конечно, не могли оставить котят в таком состоянии и сразу же позаботились о них. Они дали им молоко, накрыли одеялами, создали тепло и уют. Котята начали постепенно оттаивать. Один за другим они начали открывать глаза, осторожно извиваясь и пыхтя, но было видно, что они еще слабы. Лейла тем временем села рядом и наблюдала, как заботливо ее хозяева ухаживали за малышами. Но прошло несколько дней, и стало понятно, что котята не могли остаться в доме навсегда. У Лейлы был свой дом, и ее хозяева, несмотря на всю свою доброту, не могли позволить себе держать еще несколько животных. Но на тот момент котята стали частью их жизни, частью их сердца. Лейла, которая и без того была всегда рядом, начала чувствовать ответственность за этих крошек. Она стала помогать им восстанавливаться, как могла. Прошло несколько недель. Котята стали крепче, но Лейла не могла забыть, как они были выброшены на улицу, как люди могут так жестоко относиться к жизни. Однажды она услышала, как ее хозяева обсуждают, что с ними делать. Одни хотели найти для котят новый дом, другие отдать их в приют. Но ни один из этих вариантов не казался Лейле правильным. Тогда собака приняла решение. Она решила помочь им самой. В ее сердце зародился план,
найти для каждого из котят семью, которая бы любила их и заботилась о них, как заботятся о ней ее хозяева. Но для этого нужно было рисковать. Лейла понимала, что этот путь не будет легким, и в какой-то момент она даже подумала, что не справится. Но она не сдалась. Лейла привела одного из котят в дом одного доброго человека, который всегда помогал животным. Затем другого в дом молодой пары, которая мечтала о питомце. Котенок по имени Мурчик оказался с ними. А последнего, самого смелого, она отнесла в дом семьи, которая была готова приютить животное, несмотря на свои трудности. В конце концов, все котята нашли свой дом. Но, несмотря на счастье, которое они принесли в эти дома, Лейла продолжала чувствовать одиночество. Она знала, что эта история не закончена. Внутри нее горел огонь, который не угасал. Она понимала, что спасение этих котят было не просто случайностью. Это был ее путь. Путь, на котором она всегда будет рядом, защищая, заботясь и, если нужно, рискуя собой ради других. Лейла стала известной в своем городе. Она не просто спасала животных, она была их защитником. Благодаря ее поступку многие стали более внимательными к бездомным животным. И когда люди из города видели Лейлу на улице, все знали. Если бы не эта добродушная собака, возможно, сотни других маленьких котят никогда бы не увидели свет. История Лейлы — это не только рассказ о храбрости собаки. Это история о том, как важно не оставаться равнодушным, когда видишь страдания. И хотя Лейла не могла изменить мир, она точно изменила судьбу маленьких котят.